Если вдруг вам захотелось переустановить старый подоконник или избавиться от щели под рамой, то именно сегодня об этом и поговорим. А также к чему приводит неаккуратная работа с пеной и как с этим бороться. Ну и неожиданные сюрпризы, которые можно встретить редко, но очень метко. Ну и конечно, как сделать четкий верхний откос, ну и боковые тоже. И как работать с чудо-инструментом, который на самом деле очень удобный. Друзья, всем привет, с вами Станислав Лебецкий и это канал о ремонте и отделке своими руками. В общем, как вы поняли, сегодня будет комбо 3 в одном. Приятного вам просмотра. Итак, в предыдущей серии я показал, как залить стяжку пола. Да, кстати, четкую ровную стяжку. Если что, ссылка в верхнем правом углу. А спустя время она подстыла и появилась возможность нормально по ней ходить. Но укладывать плитку все еще рано. А чтобы не терять время впустую, есть доступны другие виды работ. И я занялся оконными проемами. В самых первых сериях, как вы помните, а может и нет, я демонтировал старые подоконники, потому что они как минимум были в ужасном состоянии. Ведь как-никак, а прослужили долгие годы. Но есть также минус и причина замены, так как после оштукатуривания стен они не всегда становятся на свои места. Начальника, вровень выбирать надо. Относительно новых оштукатуренных стен. Ну или так как нужно, если уж хочется сделать очень ровно. Да и сильно смущали глаз образовавшиеся зазоры между подоконником и рамой, и следовательно вечный сквозняк. А причина всему этому скорее пружинные скобы для установки подоконника, а не сплошное прижатие по всей длине за счет пластикового лепестка, как это существует у большинства подставочных профилей. Но это ладно, все исправим в этой серии. Ну и конечно же нужно сделать или обновить все откосы, верхние и боковые. Верхние буду собирать из гипсокартона, а боковые штукатурю гипсовой штукатуркой, той же, что и стены. И это будет один из вариантов подготовки под дальнейшую финишную отделку. Стены под обои, а откосы под покраску. Практически в самом начале скажу, это вариант бюджетной подготовки, а не полный, так сказать, фарш. Но чтобы все это обновить и сделать ровно и качественно, первое, к чему я приступил, так это я демонтировал старую пену, так как спустя время она уже испортилась и потеряла свои функции. А именно теплопроводность, появляются сквозняки и попадает влага вовнутрь помещения. Но это можно отнести скорее к зазорам между рамой и стеной. Но и видимо в свое время не вовремя спрятали от ультрафиолетового излучения, которого очень сильно боится монтажная пена. Но и это еще не все. Также нужно подумать, как быть с этими пружинными скобами, слабыми так скажем, вместо нормального подставочного профиля со сплошным лепестком. Ведь нужно избавиться от прогиба подоконника и образования щели под оконной рамой. А ведь решение есть надежное, простое и долговечное. Скоро все увидите. Пену счищал при помощи дедовской стамески, которая проверена временем и практически не стирается от трения по кирпичу. Чем-то даже напоминает хилтевские лопатки и пики для перфоратора. Кто помнит, они просто были вечные. Но все же, продолжим. Пену нужно счистить из кирпича и из подставочного профиля для более плотного соприкосновения подоконника с оконной рамой. Ну и для лучшего сцепления новой пены с подставочным профилем. А вот по бокам получилась вообще интересная история. Вкратце говоря, тут все вперемешку, и оконная рама скорее держится только за счет сквозного монтажа на саморезах по бетону. И как ни странно, за счет фильтра от сигарет. Кстати, курение вредит не только вашему здоровью, но и ухудшает качество сцепления с основанием. Но откуда он тут взялся? Интересный вопрос. Шутки шутками, но большая проблема в том, что к раме пена прилипла как надо. А вот к откосу не очень, так как тут была по всей видимости цементная штукатурка, которая благополучно отскочила от основания из кирпича. В общем, нужно все исправить и также убрать отслоившуюся штукатурку, чтобы не повторить ту же ошибку. Но во время чистки я задумался, как же это все происходило. Установили так на штукатуренные откосы, или тот, кто клеил плитку по фасаду, выковырял пену и забил раствором. Странно, но очень необычно. И чего только не встретишь на таких объектах. Или все же кто-то пытался сэкономить на пене.
Поковырявшись в этом бардаке между рамой и откосом, по итогу вот сколько ненужного хлама. Всего лишь с двух сторон. Ну и естественно очистил от пены шов вверху. Но и помимо пены в швах, нужно еще очистить пену, которая попала на раму с внутренней стороны. Ведь так уже оставлять нельзя. Будет портить вид, короче, капитально. И теперь магическим способом все чистенько. Химия терпения все-таки рулит. Очистил практически до блеска. Но как получилось. Осталось теперь все пропылесосить и обеспылить. А для многих не секрет, перед запениванием нужно немного увлажнить основание для нормального схватывания, ну или полимеризации пены. Но и сделать это удобно и проще при помощи садового распылителя. Увлажнив основание, как бы мне не хотелось, запенить за один раз не получится. Не из-за толщины зазора между рамой и кирпичом, как-то тут зазор и в принципе не особо большой, а просто имеются трещины и не очень хочется, чтобы излишки выдавило сквозь такую красоту, которая, как я заметил, благополучно отваливается. Кто знает причину, дайте знать, хотя я уже и так догадываюсь. За первый проход я пропенил все щели маленькой колбаской, так пену точно не выдавит. Ну а в то время, пока пена подсыхает, можно оклеить все окно защитной пленкой, чтоб не заляпать и не наделать делов с пеной и не только. Мало ли что может случиться в процессе выполнения работ, так как пенить и оштукатуривать придется все-таки много. А для этого взял готовую пленку с малярной лентой, так будет быстрее и удобнее. Но и не лишним будет проклеить и по бокам. Проклеивал обычным малярным скотчем, так это всего лишь на один этап работ, а не на долгий период. Все подготовил, теперь можно запенить как следует, но в пределах разумного, конечно. И все же желательно, где большие зазоры, запенивание производить в два этапа. Так меньше шансов, что сдавит раму и по итогу получится избежать пустоты в толще пены. Если что, это была просто рекомендация. Не лишним будет и запенить стык кирпича и уголка. Можно, конечно, и штукатуркой заделать, но зачем? Ведь откос будет из гипсокартона. Да и больше получается надежных точек для следующей фиксации гипсокартона. И не будет лишнего сквозняка. Чего маловероятно получится добиться при бессмысленной заделкой штукатуркой, которая со временем все равно вывалится. Первая пенная вечеринка закончена, все запенил. Как вы можете заметить, везде швы полные, а верхний шов не до конца, для чего так, увидите далее. И как бы мне не хотелось, но капелька пены была бы уже на стеклопакете, а так на пленке, не зря все-таки оклеил, поэтому и вам советую. Аналогично и со вторым окном, у меня же их всего два. По сути, работы будут выполняться одинаково, но их отличает только верхний откос, так как второе окно, скажем так, со своими приколами. А пока пена застывает, подготовлю листы гипсокартона для верхних откосов. Кстати, если и делать откос из гипсокартона, то желательно влагостойкий и желательно 12 мм.
зелененький. Единственное, перед нарезкой срезал около 6 сантиметров от края, срезал заводской край, он мне точно не понадобится. Хотя нет, для одного все же понадобится, для откоса с большим зазором. Так как там не имеет смысла с заводским краем или без, и на него будет приклеиваться второй финишный лист. А далее все нарезаю по размерам, но с небольшим запасом по длине откоса и с небольшим запасом по ширине, около 1 см, чтобы в конечном итоге все идеально подогнать. Допустим, длина откоса 1 метр 34 см, отрезать лучше 1,40 м, ширина 24,5 см, а отрезал 25,5 см. А потом методом, так сказать, тыка буду подставлять и подрезать уже по месту. Кстати, куски, которые остаются по итогу это все же не мусор, а дальнейшие изделия. Теперь возвращаюсь к откосу со своим приколом. Так как вверху большой зазор, то я решил его уменьшить одним промежуточным листом гипсокартона. Первый будет черновой, второй чистовой, чтобы при установке чистового из-за большого слоя пены не раздуло откос. А с большим слоем пены это на самом деле вполне реально. Пеной я, конечно же, запенил от души, поэтому и подпорок тоже немало. Далее беру в работу первый оконный проем. Пена подстыла, а на секундочку это уже другой день. Пена точно застыла. Кто работал с пеной, тот знает, о чем я говорю. Теперь можно срезать излишки. Там, где стык кирпича и перемычки, либо уголка, срезал всего лишь пенные висюльки. А по верхней раме, точнее над ней, выбрал паз, чтобы засунуть гипсокартон и лист лежал на раме. А если сделать четкий паз, чуть меньше толщины гипсокартона, лист сам по себе плотно будет прилегать к раме и не будет некрасивых щелей. Но на самом деле это не на этом окне, так получилось сделать на втором, там просто пена легла по-другому. Но все же, как бы неаккуратно работали с пеной при установке окон, установить по уровню монтажникам все же удалось. Поэтому с помощью уголка делаю пометки на стене и отмечаю верх рамы. А от этой метки делаю отметку выше на 1 см. Чтобы откос был развернутый, задаю угол рассвета. Но он будет менее развернутый, чем на боковых откосах. И все же не лишним будет проверить эти метки по уровню и убедиться, чтобы верхний откос был в четком уровне. Ну а далее по старинке фиксирую правило 2 дюбелями по краям. Это правило и будет опорой для гипсокартона, поэтому правило должно быть ровное. Но это так, на всякий случай. Но на самом деле правило я не фиксирую сразу, а всего лишь подготавливаю до дальнейшей фиксации. Ну и зная размеры, методом тыка и упорства я увлажняю предварительно основание. Потом это сделать будет максимально неудобно. А затем вставляю готовый вырезанный кусок гипсокартона. Засунул гипсокартон с налеганием на раму в 5 мм, в принципе этого достаточно. Правило еще не прикручиваю, а выставляю лист и корректирую прижимание к раме. Если за счет пенного паза не получилось прижать картон к раме должным образом, то проще воспользоваться подкладками и прижать как надо. И кстати, в такой последовательности так гораздо проще спозиционировать лист и зафиксировать без лишних движений. Но все же подставляю правило и смотрю. Если все четко, зазоров нет, как говорится, 7 раз отмерь и 1 раз отрежь, и это так работает, то незамедлительно прикручиваю правило. Не лишним будет проверить по уровню. Теперь можно запенить, предварительно хорошенько встряхнув баллон. Запениваю вначале по самому краю, чтобы в дальнейшем гипсокартон не отошел от рамы. Повезло в том, что хоть носик достает до самого края. А вот если использовать удлинители из трубок вместо нормального пистолета с удлиненным стволом, то большая вероятность, что пена будет не такой плотной и увеличится коэффициент расширения, а по итогу всю вашу конструкцию раздавит.
А помимо периметра, потом добавляю еще колбаски для жесткости и удержания середины перпендикулярно раме, но в пределах разумного, чтоб не расперло. И закрываю, то есть запениваю тонким швом практически по самому краю, с небольшим отступом для дальнейшей заделки пустоты штукатуркой, и чтобы выровнять край откоса четко в плоскость со стеной. Аналогично и со вторым окном, но главное при таком слое пены, как на первом листе черновом, выждать все процессы, потому что пена имеет свойство не только расширяться, но и при долгом простое застывании уменьшаться, так сказать, давать усадку. А если поспешить со вторым, чистовым, первый лист черновой может потянуть за собой чистовой и может образоваться щель над рамой. Но хотя бывают такие рамы, что как не натягивая гипсокартон относительно рамы, щель все же иногда есть. И оставляю в таком положении, зафиксированном, хотя бы на сутки, а уже потом занимаюсь откосами далее. После полного застывания пены снимаю правило и проверяю, чтобы все было ровно. Как вы можете заметить, все получилось ровненькое. Главное в этой работе не спешить. Затем относительно стены по правилу отрезаю лишнее, так как торчащие куски гипсокартона будут мешать дальнейшим работам. Теперь перехожу на боковые откосы, но ненадолго. Первым делом нужно срезать лишнюю пену, выполнить, так сказать, пыльные и мусорные работы. Пену сравнял с плоскостью рамы. Кстати, многие знают, что такое срезать пену со стороны петель. Да, то еще занятие, поэтому если есть возможность снять створку, то лучше снять и быстро срезать лишнюю пену. Мне на самом деле просто не хотелось отклеивать пленку, поэтому пришлось немного помучиться. Со вторым же окном делаю все то же самое и в такой же последовательности. Кстати, при срезании излишков обязательно обращайте внимание, чтобы не было пустоты в пене. Если все же есть, то лучше повторно допенить. Ну а пустот у меня нет, далее приступаю к установке ПВХ подоконников. Подоконники куплены с небольшим запасом, как по длине, так и по ширине, для того чтобы вырезать нужный размер для каждого окна. По качеству это не самый дешевый и не самый дорогой, среднего качества в этом сегменте. Главное, чтобы был более жесткий. По согласованию выбор был не для посиделок на нем, максимум цветочки. Для подрезки в нужный размер первым замеряю расстояние рамы от края до края, записываю и промеряю ширину. Хотя при покупке я и так уже знаю эти размеры. Это для вас, перед тем как будете покупать. Для более точной разметки лучше приложить правило и как минимум сделать 3 замера – края и середина. Замеры по ширине делаю от шляпок саморезов, а не от подставочного профиля. Далее при помощи уголка переношу края рамы на стену, чтобы задать угол рассвета. Относительно окна угол рассвета я сделал 1,5 см, с учетом нахлеста штукатурки на раму в 5-6 мм, а край подоконника будет на 1 см дальше откоса. Многие делают 5-6 см, а то и более, так называемые ушки, но это на любителя и на самом деле это рекомендовалось, делалось для других целей, а не для всех откосов в наше время. У меня же будет всего лишь 1 см. Вкратце и для размышления у меня не будет никаких наличников и утепленных откосов.
Нормальные производители подоконники поставляют в двух пленках, снимают только упаковочную, защитную оставляю, чтобы не садилась пыль и меньше шансов вымазать на протяжении всего ремонта. Чтобы не делать лишних движений, проверяю один из торцов, чтобы он был 90 градусов, а уже от него делаю дальнейшую разметку. Но подрезаю так, чтобы все, что выходит от стены, было относительно стены под углом 90 градусов, а внутри стены, чтобы было меньше пустоты между подоконником и стеной. В общем, чуть шире оконной рамы. А вот вылет подоконника над радиатором сделаю небольшой, практически на середину ширины радиатора, чтобы не нарушить поток тепла. После полной разметки повторно проверяю относительно разметки по стене, потому что потом такой возможности уже не будет, только поездка за новым подоконником, в случае ошибки. В общем, эта часть, вылет так скажем, под 90 градусов относительно длины, ну или плоскости стены, а внутренняя часть с небольшим углом вовнутрь. По ширине нужно отрезать около 1 см, ну и со вторым торцом аналогично первому. А вот отрезать лишнее и ненужное можно при помощи болгарки с диаметром диска 125 мм, желательно с новым диском, чтобы прорезать до конца. Можно, конечно, взять болгарку и побольше, но удержать будет такую в одной руке сложновато и небезопасно. Теперь подставляю, проверяю, чтобы все совпадало с отметками по стене. Все вроде отлично, но нужно сбить пару миллиметров кирпича, так как подоконник нужно сместить немного в левую сторону. Ну вот, теперь другое дело. Подоконнику ничего не мешает, и торцы совпадают по меткам на стене. Как я уже говорил ранее, есть зазор под рамой, скобы никак не хотят прижимать, а оставлять так, ну прям вообще не вариант. Такую работу вряд ли кто примет, да и самому как-то не по себе. Значит, далее нужно разобраться со скобами в подставочном профиле, но все же сначала займусь другим краем. При установке подоконника можно опереть на подкладке, но они же есть не у всех. Сейчас покажу другой способ, и кстати он очень удобный, особенно при нанесении пены и финишном монтаже подоконника. И для этого способа, конечно же, делаю разметку и черчу линию от края, лучше в пару сантиметров от края кирпича, не говоря уже о штукатурке, чтобы при сверлении не скололся кирпич. Также при разметке нужно учитывать, чтобы дюбель попал в ровную плоскость, а не во впадину подоконника. Из опыта установки подоконников скажу так, 4 точек опоры будет достаточно. Теперь насверливаю отверстие буром 6 мм. Сразу же вставляю дюбеля, они и будут вместо подкладок. При этом один раз выставил и забыл, а это, как я уже говорил, удобнее при монтаже. Сейчас поймете почему. Далее с помощью уголка, при условии, если вертикальная рама установлена по уровню, можно с помощью обрезка подоконника выставить дюбель по уровню относительно окна, а точнее вертикальной рамы, а уже от одного выставить по уровню остальные 3 дюбеля. А чем длиннее подоконник, тем больше дюбелей. И кстати, также можно выставить не по пузырьковому уровню, а по лазерному, что гораздо ускоряет процесс. Итак, один дюбель по уровню, теперь убираю пыль вокруг и при помощи все-таки пузырькового уровня выставляю остальные дюбеля. Дюбеля готовы, уровень как всегда присутствует. Предварительно поджав скобы, можно установить подоконник и проверить уровень. Но и также нужно по самому краю оторвать защитную пленку, ориентировочно 1 см. Чтобы потом, после монтажа, не мучиться и выдирать ее кусочками. Вставляю подоконник на свое место и проверяю уровнем и длинным правилом. Правилом проверяю по одной причине, так как сновья подоконники не всегда ровные сами по себе. И также можно понимать, сколько груза нужно будет уложить сверху, чтобы его выгнуть. Если на этом этапе все четко и получилась идеальная плоскость, можно заняться скобами. Так как они никак не работают, то под них можно подложить подложки. Ну или также засверлиться и установить дюбель. И отрегулировать прижим один раз и навсегда.
always thankful for something, don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, Теперь подоконник будет прижиматься как надо. some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Все по уровню и без зазоров можно запенивать. Предварительно смочив водой и обеспылив монтажную сторону подоконника, так как пыль к обратной стороне прилипает как надо. Одна колбаска понад самой рамой, вторая посередине и одна почти по самому краю. По высоте нанесения ориентируюсь по верхушке дюбелей, им можно вставлять. Чтобы не подняло пеной, положил остатки гипсокартона, а потом утяжелители. В моем случае 3 канистры грунтовки. Думаю, этого будет достаточно. Повторяю такую же процедуру и со вторым окном. Спустя время убираю груз и проверяю, чтобы все было ровненько. По итогу без бугров и ям, и все четко по уровню, а щель, в отличие от прошлой установки подоконника, пропала навсегда. Второе окно тоже в порядке. А уж теперь точно можно заняться боковыми откосами. Оштукатуривать буду гипсовой штукатуркой, той же, что и стены. А так как основание не гладкое, поэтому достаточно предварительно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, чтобы обеспылить и уменьшить водопоглощение. Чтобы меньше грунтовки попало на подоконник, лучше что-нибудь подложить. В моем случае кусочек пеноплекса, даже при том условии, что на подоконнике присутствует защитная пленка. А вот если не загрунтовать, то скорее штукатурка быстро высохнет. А это значит, что работать с ней будет гораздо тяжелее, а по окончанию работ скорее она вся потрескается. Ну и сразу же загрунтовал торец гипсокартона верхнего откоса. Но тут удобнее наносить грунтовку кисточкой. Пока грунтовка подсыхает, можно заняться подготовительными работами. И первое, что я сделал, прочертил линию вдоль рамы с небольшим отступом от нее, в моем случае на высоту уровня. Чтобы потом и кидать ляпы четко по линии и фиксировать маяк по линии, ведь так просто удобнее. Предварительно промерил высоту и нарезал маяки и расставил по своим местам. Маяк можно использовать любой толщины, главное, чтобы помещался по толщине. Для того, чтобы правильно выставить линию лазерного осипостроителя, наклеил малярный скотч по углам, так как рисовать на пленке не особо удобно и неразумно, потому что это уже практически видимая зона. Могут остаться следы при снятии защитной пленки. Далее делаю метки, как и раньше, которые делал по стене, и отмечаю плоскость или линию будущего откоса. Замешиваю немного гипсовой штукатурки, той же, что я штукатурил стены и буду оштукатуривать откос. Включаю лазер и совмещаю луч с отметками как по раме, так и на подоконнике.
Затем накидываю ляпы с расстоянием между ними около 20 сантиметров. Прикладываю маяк и вдавливаю смесь до тех пор, пока не появится тонкая лазерная линия на раме. Поэтому, чтобы четко установить, нужно вдавливать не спеша и равномерно, чтобы не передавить, а то откос получится не совсем ровный, как планируется. Один готов, приступаю ко второму, и так далее в такой же последовательности. Естественно, проще и быстрее выставить маяки сразу на всех откосах, а не по одному окну. У меня же их, к сожалению, всего два. Если вдруг сомневались, что получится не по уровню, тогда смотрите. Но на самом деле я подстраховываюсь и проверяю сам себя и лазерный осипостроитель. А вот угол рассвета сделан на двух комнатах одинаковыми, 1,5 см. Все согласовано с заказчиком. Чтобы не терять время, пока застывают ляпы, заделал штрабу сверху и выровнял в одну плоскость со стеной. Точнее выровняю, так как штукатурку накидываю с небольшим запасом. Хотя это один из вариантов, есть еще и другие, без заделки углов, а сразу же установить малярный уголок. Но об этом способе поговорим в следующих роликах, где я буду подготавливать стены под покраску. Просто это самый простой, доступный и распространенный способ. И здесь же идет подготовка под оклейку стен обоями, поэтому особо и не заморачивался. Ну и не лишним будет заделать штрабу снизу, тем более если есть свободная минутка. Заделав штрабу снизу, в штрабе сверху штукатурка подстыла, и поэтому можно подрезать, чтобы потом было проще и быстрее установить малярный уголок. Рабочий день окончен, и я отправился отдыхать. А как ляпы подстыли, далее беру подготовленные правила с отверстиями и прикручиваю к стене. Низ по отметке на подоконнике, остальная часть по уровню. Я же заранее поставил метку и сверху. Закрепить правила на 2 дюбеля более чем достаточно. При небольшой высоте откоса. Было бы на полметра выше, закрепил бы на 3. И кстати, перед тем как закрепить правило, рекомендую клеить обратную сторону правила полосой малярной ленты. Так мыть и чистить точно не придется. Проверено, и это удобно. Правила таких всего 2, поэтому делать буду по одному окну. А стягивать и подрезать излишки буду таким фигурно вырезанным правилом. Кстати, с таким очень удобно работать, особенно где оконные петли и открывающаяся створка. По итогу работа идет быстрее, аккуратнее и нету шансов поцарапать раму и декоративные накладки на петлях. Поэтому я их даже и не снимаю, потому что они мне не мешают. Далее замешал ту же гипсовую штукатурку, прочухал по маякам, чтобы не было соплей, и закидываю штукатурку сверху вниз. Как вы помните, предварительно втираю ее в основание для лучшего контакта. Так штукатурка точно не отвалится. Проверено временем. Одна сторона готова, приступаю ко второй. В то же время даю время подстыть штукатурки на первом откосе для дальнейшей подрезки. Второй готов, но подрезать первый еще рано, немного подождал. Кстати, чем я занимался в эти свободные минутки, покажу в конце ролика. Возвращаюсь и снова приступаю к подрезке все тем же правилом. Подрезка – это важный этап работ, который нельзя пропускать, потому что как бы вы ни выглаживали штукатурку, она все равно получится неровная.
А после подрезки вы получите шероховатую, но при этом идеально ровную плоскость. Немного подрезав, можно снимать правило для другого окна. Как можете заметить, правило теперь будет чистым. И скажу вам больше, этим же правилом и с этим же скотчем я штукатурил откосы на втором окне. Но за правилом штукатурка получается не в одну плоскость со стеной, а с небольшим излишком. Поэтому также рекомендую сразу подрезать относительно плоскости стены. Но единственное, подрезаю в одном направлении, не от откоса, а на сторону откоса, чтобы не вывалить штукатурку. Она хоть и подстыла, но все же еще свежая. По итогу даже жалко устанавливать малярный уголок, но без него, к сожалению, будет не так надежно, как с ним. Но зато крепить его будет одно удовольствие, уж поверьте. И как правило, все работы тянутся друг за другом, и качество и скорость следующих работ во многом зависит от предыдущих. Повторная проверка и, конечно же, все по уровню. Но это еще не все. Также желательно демонтировать маяк, чтобы в дальнейшем он не поржавел и не проявился на окрашенных откосах. Для разнообразия один маяк демонтировал просто, так сказать, нахрапом, а второй аккуратно прорезал вдоль маяка по обе стороны. По итогу с прорезанием получается гораздо аккуратнее, чем с таким варварским способом, но на самом деле заделка штроп по времени получается одинаковой, но с варварским способом, как по мне, гораздо качественнее. Об этом я говорил в предыдущих роликах. Далее повторно прочухиваю шпателем, убираю сопли и заделываю штробу, пока штукатурка еще свежая. Да, заделываю сразу, пошел, так сказать, по принципу механизированной штукатурки, но без глянцевания. А вот заделываю также с небольшим запасом, чтобы по итогу получить откос без ям и линз. Ведь так проще зашпаклевать в дальнейшем, чем если сразу заделать на сдир. Тем более откос подготавливаю под покраску. А пока штукатурка по штробе застывает, занялся вторым окном без пустой потери времени. На самом деле хорошо, когда много оконных проемов, даже посидеть отдохнуть не всегда получается, а два окна – это мелочь и особо не разгонишься. Ну и хорошо, когда хватает мелочевки на объекте, есть чем заняться в паузах между основной работой. Оштукатурил второй проем, теперь подрезаю излишки на первом окне и довожу до идеала. Главное не прозевать тот самый момент подрезки. И по итогу все получилось четенько. Скажу так, зря время не терял. Еще в промежутках и свободных минутках успел сместить дверной проем в сторону. А это на самом деле не такой уж и быстрый процесс. Ну а что касаемо дальнейших работ, грунтовки, установки малярного уголка, шпаклевки, поклейки стеклохолста, покраски, расскажу в следующих роликах, но попозже. Далее установка подрозетников, укладка плитки на дымоход, фартук и так далее. Так что если ролик был действительно полезный, то только так могу порекомендовать подписаться на канал. Но все же не забудь поставить лайк за старание и поспособствуй продвинуть ролик, так как лайки и комментарии помогают продвижению ролика и развитию моего канала. Спасибо за просмотр и, как всегда, скоро увидимся.